Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что узоров уже очень много, и поэтому для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам отдельный привет, слова благодарности. Разные города, разные страны, очень приятно. Очень здорово читать ваши комментарии, отзывы, предложения. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам большое. И сегодня я к вам вот с такими ниточками. Мы с такими ниточками уже работали. Помните, да? Мы вязали вот такой вот узорчик для палантина. Назвали его «Царство Нептуна». Видите? Вот такой вот. Помните были? Сегодня мы с вами еще один узорчик попробуем сделать из данных ниточек. Alize Angora Gold. Переворачиваем и смотрим, читаем внимательно. Видите? Angora Gold Batik. То есть вот секционное окрашивание. Цвет, кому интересно, 62,77. Так, ниточки 100 граммах 550 метров. В составе 80% акрил, 20% шерсть. И крючок нам здесь советуют брать от 2 до 4. Я возьму свою рабочую лошадку, 3. Но возьму сегодня не вот такой вот фиолетовый, да, крючок, а желтый, чтобы вам было видно, да, чтобы вдруг не слилось у нас наш цвет крючка с ниточками. Договорились? Итак, кто недавно на канале, да, не знает, а кто давно знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Раппорт узора сегодня у нас будет 18 петелек, поэтому мы с вами наберем 37 воздушных петелек. Угу. Вот наша ниточка. Так, будем смотреть, как будет переходить цвет непосредственно в данном узорчике. Очень интересно. Итак, как всегда, для начала делаем петельку фиксации. Ее, получается, мы при наборе петелек не считаем. Итак, провернули крючок и сделали петельку. А теперь набираем 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот наш будущий образец. Схемку я прикладываю, да, непосредственно в видео здесь. По желанию, если пишите, что в Инстаграм, я вам там продублирую. Так. Схемка ходит в общем доступе в интернете. Поэтому смотрите, скриншотьте, повторяйте, кому как удобно. А теперь смотрите. У нас по схемке, да, будет ряд, много очень воздушных петелек. И чтобы новички не запутались, я рекомендую сделать первый ряд столбиками с накидом. Договорились? То есть вначале делаем, смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. А теперь отсчитываем 5-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И вот в 5-ю петельку ныряем и провязываем. Вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом. Точно так же ныряем в следующую петельку. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом. Точно так же в следующую петельку и так далее до конца ряда. Вам просто будет в дальнейшем потом удобно намного вязать со столбиками, нежели с цепочкой. И не забывайте, что первые 3 петельки, это тоже у нас получается столбик, имитация столбика. То есть если вы набирали точно так же, как и я, 37 воздушных петелек, должно получиться 37 столбиков с накидом. Угу. Давайте. До конца ряда самостоятельно, а здесь я вас встречаю. Так, смотрите, вот такая вот ровная дорожка получилась у нас из столбиков. Теперь она будет намного проще вязать, потому что мы будем работать за верхушки этих столбиков. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И теперь провязываем, беремся вот за верхушки наших столбиков, провязываем столбик в столбик. 1, следующий столбик, еще один столбик с накидом 2, и следующий столбик провязываем столбик с накидом 3. Вот такая красота. Далее, что мы делаем? Набираем так вот 2 накида, пропускаем 2 столбика в нижестоящем ряду, и в 3-й столбик ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас вот такой вот столбик получился в наклон. Далее смотрите. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4.
А теперь мы с вами будем работать вот с нашей вот этой арочкой, которую мы только что сделали. То есть будем нырять вот сюда. Понятно? В это окошечко. Итак, смотрите, повторяйте. 2 накида. Нырнули в эту арочку. Вытянули ниточку. И смотрите внимательно. Провязываем 2 петельки, стоп. Опять 2 накида. Второй такой же столбик делаем. 2 петельки, стоп. Опять 2 накида. Третий такой же столбик делаем. 2 петельки, стоп. И четвертый такой же столбик делаем. Ныряем в нашу арочку и провязываем 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, стоп. То есть у нас получается столбики с 2 накидами, но мы провязываем их не полностью. А вот теперь, когда у вас на крючке 5 петелек, провязываем вместе. Все 5 петелек за раз. Оп, понятно? А дальше смотрите внимательно. Накид. И пропускаем, получается. Вот мы присоединились вот к этой петельке, да, к этому столбику. Пропускаем 2 столбика и в следующий, в третий провязываем столбик с накидом. Вот такая у нас получится картина. Видите? Как бы в наклон такой вот треугольничек. Что делаем дальше? Опять 2 накида. 2 столбика в нижнем ряду пропускаем. В третий провязываем столбик с 2 накидами полностью. 2, 2, 2. А теперь опять повторяем вот такую же конструкцию. Опять делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Итак, 2 накида ныряем вот в эту арочку. И провязываем 4 столбика с 2 накидами с одной верхушкой. Итак, 2 петельки, стоп, 2 накида. Второй столбик, 2 петельки, стоп, 2 накида. Третий столбик, 2 петельки, стоп. И четвертый такой же столбик сюда. 2 петельки и стоп. Когда у вас будет 5 петелек на крючке, провязываем их вместе вот таким образом. Раз, провязали. И тут же, смотрите, 2 столбика внизу пропускаем и в третий провязываем столбик с накидом. Угу. Вот такая вот получается красота. Дальше мы с вами должны будем сделать еще 6 столбиков подряд. Итак, по итогу у нас получится 7 столбиков, да, вместе с первым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смотрите, вот мы с вами начинали когда ряд, да, делали 4, получается, столбика. То есть 3 петельки подъема и 3 столбика с накидом. Вот эти вот 3 столбика, это как раз и есть вот эти же столбики. Теперь ваша задача повторить вот такие же треугольнички здесь. И дальше закончить столбиками с накидом здесь и во встречу. Договорились? Давайте, несложно, повторите. Итак, смотрите, провязали еще раз, да, вот такие вот треугольнички, повторили. И заканчиваем наш ряд. Провязали 3 столбика с накидом, а теперь смотрите, делаем накид. И вот у нас в предыдущем ряду было 3 петельки подъема. Ныряем в третью петельку и провязываем обычный столбик с накидом. Все, так мы закончили ряд. Далее 3 воздушные петельки подъема, поворот. Теперь мы с вами провязываем вот эти наши столбики, 3 столбика, точно так же столбиками с накидом. Итак, верхушку первого провязываем столбик с накидом 1, верхушку второго столбика провязываем столбик с накидом 2 и верхушку третьего провязываем столбик с накидом 3. Есть. Далее 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И вот мы с вами, получается, вязали вот эту вот нашу арочку из воздушных петелек, цепляемся за эту арочку и провязываем здесь столбик без накида. Угу. Опять 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И смотрите, вот наш столбик между двумя треугольничками, да? Ныряем в верхушку этого треугольного столбика и провязываем рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. И сюда же провязываем еще один столбик с накидом 2. Вот такая вот рогаточка. Далее повторяем опять же 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И ныряем вот нашу эту арочку из 4 воздушных петелек, да, которые вот на треугольничком. И провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. И переключаемся вот на наши столбики. 7 столбиков здесь было. И провязываем точно так же 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5,
6 и 7. То есть вот эти вот последние 3 столбика, да, которые мы провязали, вот мы их провязывали в начале ряда. Поняли, да? То есть теперь делаете опять 3 воздушные петельки, присоединяйтесь вот к этой арочке. 3 воздушные петельки, вот за этот столбик делайте рогаточку. 3 воздушные петельки, присоединяйтесь к этой арочке. 3 воздушные петельки, заканчивайте столбиками ряд. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Давайте. Итак, смотрите, вот такая получается красота. Провязали мы до конца ряда. Так. Вот эти элементы запомнили, как вязать, треугольнички, да? Они у нас будут на протяжении всего нашего узора. Итак, что делаем дальше? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вот наши 3 столбика провязываем опять точно так же, как 3 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. А теперь смотрите, делаем опять 2 накида и ныряем вот наш столбик без накида предыдущего ряда таким вот образом и провязываем столбик с 2 накидами полностью. То есть повторяем вот этот наш треугольничек. Идем дальше. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Опять ныряем в нашу арочку, которую мы образовали только что, и провязываем 4 столбика с 2 накидами с одной верхушкой. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. И вот у нас получается 5 петелек на крючке. И мы их провязываем вместе. 1. И провязали. А дальше, смотрите, мы переключаемся на рогатку. На рогатку. Вот наша рогаточка. И провязываем за первую ножку рогатки столбик с накидом. 1. Далее ныряем вот в эту арочку с воздушной петелькой. Провязываем столбик с накидом 2. И за следующую ножку рогатки провязываем столбик с накидом 3. То есть как бы так вот расширили немножко, да, нашу рогаточку. Что делаем дальше? Опять 2 накида. И прицепляемся вот. Столбик без накида предыдущего ряда, за верхушку хватаемся и провязываем столбик с 2 накидами полностью. А теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять такой же треугольничек вяжем из 4 столбиков с 2 накидами с одной верхушкой. 1, 2, 3 и 4. Теперь, когда 5 петелек на крючке, провязываем их вместе. А теперь смотрите, опять видите наши 7 столбиков. Мы их провязываем точно так же за верхушку столбика. Провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Понятно? Все. А дальше вы точно так же повторяете. Опять делаете такие же треугольнички, цепляетесь вот за столбик без накида. В рогаточку вы провязываете столбик с накидом, столбик с накидом, столбик с накидом. Опять присоединяетесь к столбику без накида, вяжете треугольничек и заканчиваете столбиками. Несложно. Угу. То есть повторяйте. То же самое, что мы провязали в первой половине. А здесь в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, растет наша красота. Итак, в этом ряду будут небольшие изменения, поэтому смотрите внимательно. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И здесь мы с вами будем провязывать с краешку не 3 столбика, как мы провязывали, а всего лишь 2. Угу. Первый столбик. 2 петельки, то есть столбик с накидом. Второй столбик. 2 петельки, 2 петельки. А теперь смотрите, 3 петельки воздушные. 1, 2, 3. И мы опять присоединяемся вот к этой нашей арочке из 4 воздушных петелек. И здесь будем провязывать с вами столбик без накида. Есть. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А вот здесь получается, да, вот нашу рогаточку, да, мы сделали, расширили. А теперь смотрите, за первую ножку вот этих 3 столбиков мы будем провязывать 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом и сюда же провязываем второй столбик с накидом. Далее в центральный столбик провязываем 1 столбик с накидом. И в последний столбик провязываем точно так же 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. То есть по итогу у нас здесь было 3 столбика. 1, 2, 3, а стало 5. Видите? 1, 2, 3, 4, 5.
А далее все то же самое. Раз, два, три воздушные петельки. Опять цепляемся за нашу арочку и провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот здесь внимание. Первый столбик, вот этих вот 7, да, первый столбик и последний будем пропускать. То есть первый пропустили, во второй провязываем столбик с накидом. Раз. Далее следующий столбик с накидом 2. Следующий столбик с накидом 3. Следующий столбик с накидом 4. И следующий столбик с накидом 5. Все, и на этом закончили. То есть здесь у нас, получается, были 7 столбиков, 7 столбиков, 7 столбиков с накидом, а здесь всего лишь 5. Все, и дальше точно так же продолжаем. 3 воздушные петельки и столбик без накида вот в эту арочку. Поняли, да? То есть теперь мы будем с вами повторять в этой части, повторяем все, что мы провязали в первой части. Понятно? Давайте до конца ряда, а здесь я вас встречаю. Так, не забыли провязать здесь 5 столбиков, да? То есть у нас здесь, получается, расширяются наши столбики. Опять к треугольничку присоединились столбиком без накида. И здесь первый столбик мы пропустили. Помните, да? Точно так же, как и в самом начале. Первый столбик пропускаем, провязываем всего лишь 3 столбика. Итак, далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. А теперь делаем только лишь один столбик с накидом. Один столбик с накидом. Опять следующий столбик мы пропускаем. Делаем 2 накида. И вот в наш столбик присоединяемся. Столбик без накида. И провязываем столбик с 2 накидами. То есть мы опять будем делать вот такие же треугольнички, как мы делали в предыдущих рядах. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. 2 накида. И ныряем вот в эту арочку, которую мы только что сделали. И провязываем точно так же 4 столбика с 2 накидами. С одной верхушкой. Второй столбик. Сюда же третий столбик. Сюда же четвертый столбик. И когда у нас с вами на крючке будет 5 петелек, мы их провязываем вместе. Раз. А теперь смотрите. Вот наши, получается, 5 столбиков были, да? За первый столбик мы опять будем провязывать 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же второй столбик с накидом. Далее, следующие 3 столбика провязываем по одному столбику. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. И последний столбик опять провязываем 2 столбика за одну верхушку. Раз столбик и 2 столбик. По итогу у нас здесь получается с вами 7 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. Видите, как расширились, получается, наши столбики. Все, сразу же после столбиков делаем 2 накида и переключаемся к столбику без накида и провязываем очередной наш треугольничек. Итак, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Возвращаемся вот в нашу эту арочку и делаем 4 столбика с 2 накидами с одной верхушкой. Раз, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. И когда у нас 5 петелек, мы провязываем их вместе. Раз, провязали. А теперь смотрите внимательно. Мы здесь опять пропускаем первый столбик и провязываем всего лишь 3 столбика, потому что первый и последний пропускаем. Угу. Итак, во второй провязали столбик с накидом, в третий и в четвертый. Да? Первый и пятый пропустили. Все, и у нас здесь с вами получается всего лишь только 3 столбика. Смотрите, получается, какая закономерность. Здесь у нас сужаются столбики, так? А здесь расширяются. Естественно, повторяют за ними движение наши треугольнички. Так, все. Вот мы с вами провязали вот те самые 2 столбика. Так, дальше вы повторяете все то же самое, что мы провязали в первой части. А здесь в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот такая вот красота растет. Что делаем дальше? 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И здесь у нас с вами, получается, остался всего лишь один столбик, да? Мы, получается, в этот столбик провязываем просто столбик с накидом. Раз. Так, это получается в начале ряда и в конце ряда так будет. Далее делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3.
Опять присоединяемся вот к этой арочке, да, от нашего треугольничка, провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И вот наши полученные 7 столбиков, мы их провязываем как 7 столбиков с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик, шестой и седьмой. Опять делаем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Присоединяемся вот к нашей этой арочке из 4 воздушных петелек, провязываем столбик без накида, вы это уже все знаете, как вязать. 3 воздушные петельки, а вот здесь внимание, у нас с вами здесь осталось 3 столбика, да, помните, было 7 столбиков, 7, 7, 7, потом 5, 3. Теперь мы, смотрите, должны что сделать. За первый столбик беремся, провязываем 2 петельки, стоп, накид, второй столбик пропускаем и к третьему присоединяемся, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. И когда у нас на крючке 3 петельки, мы их провязываем вместе. Оп. То есть получается наша пирамидка, да, вот эта вот пирамидка. Раз, и она сузилась. И дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И точно так же присоединяемся к нашей арочке и до конца ряда повторяем все то же самое, что мы с вами провязали в самом начале. Здесь не забудьте, будем провязывать 2 столбика, провязанных вместе. Здесь я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, провязали, получается, до конца ряда. И здесь нам теперь необходимо будет провязать точно такие же, да, 2 столбика вместе. Но так как у нас здесь всего осталось 2 столбика, поэтому мы провязываем за первый и за второй. Смотрите как. 1, первый, 2 петельки провязали, стоп. И тут же сразу же взялись за вот эти 3 петельки подъема. За третью петельку беремся аккуратненько. Вытягиваем ниточку и провязываем точно так же 2 петельки, стоп. А теперь все вместе 3 петельки, 1, все, закончили ряд, понятно? Дальше 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот. И теперь будем провязывать точно такой же треугольничек, 2 накида, ныряем в столбик без накида, провязываем наш столбик с 2 накидами полностью. Теперь 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4 и провязываем треугольничек. То есть 4 столбика с 2 накидами с одной верхушкой. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Теперь все вместе 5 петелек провязали. 1. И смотрите, переключаемся к нашим вот этим 7 столбикам и провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, теперь опять делаем 2 накида и присоединяемся к нашему столбику без накида предыдущего ряда и делаем треугольничек. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. Возвращаемся в нашу арочку, уже знаете, и провязываем 4 столбика с 2 накидами с одной верхушкой. 3 и 4. Все вместе провязали. И теперь смотрите, вот мы с вами, получается, да, соединили в предыдущем ряду 2 столбика вместе провязали. И вот за эту верхушечку беремся и сюда провязываем всего лишь только 1 столбик. Угу. А дальше опять делаем наш треугольничек. То есть все вы уже знаете дальше. Понятно? Вот. Сейчас вы довяжете самостоятельно, получается, до конца ряда этот вот рядочек. Несложно. Схемка перед вами. И если вы внимательно посмотрите, то мы сейчас с вами вяжем вот этот наш первый ряд. Просто он немножко сместился. Понятно, да? Вот наш треугольничек. Вот наш 1 столбик. Вот 1 столбик. Вот наши 7 столбиков. Вот они здесь 7 столбиков. Да, вы сейчас провяжете. И так далее. То есть дальше идет просто повторение уже раппорта узорчика. Только оно будет немножко смещено. Угу. Все, давайте. Получается, здесь у вас шло расширение. Сейчас вы будете здесь убавлять. Тут у вас сейчас столбик 1, потом будет рогаточка и будет расширение, потом будете убавлять. Понятно? Схемка перед вами. Продолжайте повторять и смотрите с первого ряда.
Все то же самое у вас получится. Давайте вырастим образец на несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, какая в итоге получается красота. Вот он наш переход цвета. Ждала, когда наступит зелененький. Вот он. И дальше, смотрите, получается, будет идти еще такой, как травка молодая. Ну, на камеру немножко не передается. Вот такой вот какой-то такой интересный цвет будет. Класс. Итак, вот, например, мы вязали. Видите, так вот расширяется, да, потом сужается. Тут получается, наоборот, здесь расширяются такие как бы листочки, лепесточки. Вот. Как закончить вязание? Смотрите. Я вязала, думаю, ну, наверное, пора заканчивать, цвет поменялся. Вот там, где у нас, получается, идет столбик без накида, да, то есть после вот этих треугольничков, столбики без накида, здесь у нас рядочек, получается, сужается, да, а здесь, получается, расширяется. Так вот, что я решила? Я решила, что я буду повторять то же самое по узорчику, то есть у нас здесь было 5 столбиков, вот, видите, я провязала 3 столбика, так, и сразу же перепрыгиваю вот в эту арочку. Мы здесь делали арочку из 3 воздушных петелек, но я сделаю всего лишь 2 столбика с накидом. Раз, два. Мне просто не надо, чтобы у меня край фалдил, да. Потом у меня идет столбик без накида, ныряю в него и провязываю столбик с накидом. Далее у меня идут, получается, опять 3 воздушные петельки, но я здесь провязываю всего лишь только 2 столбика с накидом. И какая особенность? Смотрите, если я здесь продолжаю наш узорчик, да, то есть из 5 столбиков перешла в 3, то здесь, получается, мы должны расширять, да, то есть из 5 у нас должно быть 7. Но мы не будем расширять, мы сделаем точно так же 5, как у нас и было. Раз, два, 3, 4, 5. Потому что нам необходимо выйти к такому же числу петелек, которые мы сами набирали, да, 37 воздушных петелек, я уже посчитала. Получается, таким образом как раз выходят все наши 37 петелек, 37 будет столбиков. Сюда опять делаем 2 столбика с накидом, раз, два. Далее в столбик ныряем, делаем столбик с накидом. Опять в арочку ныряем, делаем раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Так. И здесь, получается, мы один столбик пропускаем и в следующий ныряем. То есть мы здесь рисуночек сохраним. Раз. И потом в 3 петельки подъема, в третью петельку ныряем, провязываем столбик с накидом. Вот, краешек наш ровненький. Понятно? Вот такая вот будет красота. Угу. Вот, переход цвета увидели. Вот эти вот наши листочки увидели. Замечательно. Давайте замеряем. Так, мы с вами, получается, набирали 37 воздушных петелек, да? Если это же плотность вязания, этот же крючок, это же пряжа, так, сколько это будет? Ну, это что-то около 19 сантиметров, так? А давайте посчитаем, сколько что будет в высоту. Раз, наборный ряд тоже посчитаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. То есть вместе с обвязкой получается 18. Ну, посмотрим. Знаете, он вяжется очень легко, потому что, во-первых, узорчик сам по себе простой. А во-вторых, ты ждешь перехода цвета, и поэтому автоматически так, следующий ряд, следующий. Итак, ну тоже 19 сантиметров, видите? Вот. Красота, красота. В принципе, неплохо. Смотрите, что это будет? Палантинчик, возможно, кардиганчик, смотря какую ниточку возьмете. Если это будет хлопочек, то это будет летний топик. Если это будет ниточка потолще, это может быть и снуд, да, и шарфик. Может быть, может быть. Вот такая вот красота. Ну, естественно, сами понимаете, что узорчик получается двусторонний. Вот такой вот. Ну, я выбрала для себя, наверное, что это будет лицевая сторона. Вот. Надеюсь, видео вам понравилось. Так? Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появится новое видео. А также под видео находится стрелочка «Поделиться со своими друзьями», да, в соцсетях. Нажимайте на эту стрелочку, делитесь. Заранее спасибо вам большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. Пока-пока.